Отправимся мы сейчас на север и посетим два объекта, которые в принципе никто не посещает. Там туристов не бывает вообще. Только случайные заблудившиеся туристы на джипах. Ой, ты какой красавец, ты посмотрите на него. Вот древняя анкорская керамика. Вот с этой вот глазурью. Видите, она блестит. Honda Dream – это лучшее, что когда-либо производила фирма Honda. Вот с этой стороны у нас демоны тащут змея. Вот видите, головы у них не сохранились, к сожалению. Приходится обращаться к записям французов конца 19-го, начала 20 века. Представляете себе? Так, ну мотобайк я оставлю здесь. А здесь вообще у нас колючая проволока, посмотрите. А сам объект находится там. Давайте искать, как к нему пройти. Вот это самое чудесное из всех балясин, конечно. Потому что вот тут пропилы – это просто сумасшествие. Ну вот, о нем нам известно очень мало. То есть он исследовался французами в начале 20 века. И все. И с тех пор никто его не трогал. Ну, я и вижу, что тут все заросло, конечно, капитально. Рояль в кустах, что называется, да? Вот это у нас колонна. Ну вот остаточек колонны. Кстати, посмотрите, как криво она изготовлена. Вы видите? То есть это реально какая-то машинная обработка, потому что человек вряд ли может вот так вот взять и криво пройти. Вот эти вот, конечно, листики, как они делали, они же вот так вот с загибом идут. И современные реставраторы, когда пытаются повторить вот этот узор, они загиб не повторяют, они не могут его повторить. Ну вот, отъехал чуть-чуть от города и уже попал в джунгли. А попал в джунгли и не знаешь, как из них выбраться. Друзья, всем привет! Вы на канале Мир на блюдечке, а канал Мир на блюдечке, как обычно, находится в Камбодже. Да, для новых зрителей скажу, что наш канал посвящен исследованию древних цивилизаций, процветавших когда-то здесь, в Юго-Восточной Азии. То есть это у нас не только Камбоджа, это и Таиланд, и Лаос, и Индонезия, и Вьетнам, разумеется, да. Но наибольшее количество археологических объектов, как ни крути, сконцентрировано именно здесь, в Камбодже. Я сейчас нахожусь в самом центре, можно сказать, археологического парка Анкор, в древнем городе Анкор-Том, а именно у его северных ворот. Вот, посмотрите, вот это вот изумительное лицо неизвестного персонажа. На самом деле мы действительно не знаем точно, кто там изображен, есть только версии. Ну, вообще, об Анкор-Томе у меня снято уже довольно-таки много фильмов. Вы можете найти плейлист, который так и называется «Анкор-Том», ну и пересмотреть все эти фильмы. Ну, в двух словах, да, я сейчас нахожусь у северных ворот Анкор-Тома. Анкор-Том – это огромный укрепленный город, 3 на 3 километра, то есть 9 квадратных километров площадь этого города. Здесь располагался и Королевский дворец, и несколько пирамид расположены здесь. Вообще очень много на самом деле объектов расположено в Анкор-Томе. И сюда приезжает, естественно, масса туристов. То есть это, пожалуй, самое посещаемое место после Анкор-Вата. Но об Анкор-Вате мы сегодня разговаривать не будем. Анкор-Ват – это всего лишь песчинка. Песчинка в этом огромном наследии древней цивилизации или же древних цивилизаций, которые находились здесь, в Камбодже. Ну, мы имеем дело здесь на самом деле не только с каменными постройками, мы имеем здесь дело в том числе и с какой-то колоссальной гидротехнической инфраструктурой. Для каких целей были прорыты все эти многочисленные каналы, на самом деле толком тоже никто не знает. Итак, сегодня мы посетим два интересных объекта, я там еще не был, должен сказать, то есть для меня это тоже будет первый раз, которые находятся здесь совсем недалеко, примерно 10 километров к северу. И именно здесь мы имеем дело с пересечением каналов, то есть с пересечениями каналов. Здесь просто какая-то совершенно фантастическая сетка,
из самых разных искусственных каналов, которые, кстати, долгие годы считали реками. Но сейчас уже точно известно, что, например, река Сием-Риэп, которая протекает через город Сием-Риэп, которую видели все туристы, которые посещали Анкор, это тоже искусственный канал, представьте себе. На самом деле, естественные потоки воды, которые стекали с плато Кулен, которое находится здесь к северу еще несколько десятков километров, вот эти вот естественные потоки воды, они перехватывались и переправлялись в сеть каналов, которая оплетала площадь, не менее 1500 квадратных километров. На самом деле, только сейчас начали подробно изучать всю эту гидротехническую сеть с помощью лидара, потому что без лидара мы фактически слепы, да, потому что растительность, бурная тропическая растительность все это покрывает. Ну а с помощью лидара удалось, так сказать, рассекретить всю эту древнюю сеть. Ну, пока еще не всю, но тем не менее даже то, что нашли, это уже стало огромным шоком для исследователей. Ну вот, например, вот этот город Анкор-Том, 9 квадратных километров, он вообще был как Венеция. Он был просто испещрен каналами, просто покрыт целой сетью каналов, регулярных каналов, да, не просто там какие-то вырытые канавки, а прям такая регулярная сеть каналов. Ну вот посмотрите, пожалуйста, на эту картинку. Так вот, отправимся мы сейчас на север и посетим два объекта, которые в принципе никто не посещает. Там туристов не бывает вообще, только случайные заблудившиеся туристы на джипах. Да, кстати, если хотите приехать в Камбоджу и посетить подобные объекты, тут есть два варианта. Либо на мотобайке, если вы умеете управлять, либо со мной на заднем сиденье, либо на армейском джипе. Не дешевая история, но очень интересная, очень классная. Вообще, если собираетесь в Камбоджу, обращайтесь непременно ко мне, я могу сделать вам программу на любое количество времени. Хотите на один день в Анкор, ради бога, хотите на месяц, я не знаю, правда, на месяц это уже перебор, неделю, 10 дней, 2 недели. Я делал уже такие туры по всей стране. У нас тут много всего интересного, включая даже речных дельфинов в Меконге. В основном, конечно, люди сюда едут за археологическими памятниками. Давайте уже хватит болтать, садимся на мотобайк и отправляемся в путь. Но перед этим я вам кое-что здесь покажу. Возле этих северных ворот туристы останавливаются очень редко. Но на самом деле здесь можно найти очень много интересного. Во-первых, конечно же, ров. Вот, посмотрите. Ох ты, да там буйволы прямо во рву. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какая красота. Где вы еще такое увидите? Только у нас, только в Камбодже. Да, это ров, который окружает весь этот город. И он, конечно же, связан с сетью каналов, к которым мы сейчас и отправляемся. Давайте я вам еще кое-что покажу. Так, вот здесь вот мы спускаемся вниз. Это стена, которая окружала этот город. Стена высотой примерно 7-8 метров. То есть такая мощная оборонительная стена. Но это в первую очередь земляная насыпь, которая с наружной стороны облицована блоками латерита. Так, сейчас мы пропустим этих людей, которые просто проезжают мимо, даже не обращая внимания на вот эти вот чудесные ворота. Опять же, отсылаю всех к плейлисту Анкор-Том. Там вы все узнаете про эти ворота. Не про эти северные, про другие, они одинаковые. Вот, и здесь очень интересные артефакты валяются. Смотрите, во-первых, вот эти вот куски блоков вот с такими вот интереснейшими следами. Смотрите, это было прям высверлено, да? Вот они. Посмотрите. Такие вот прям интересные следы. Блоки, безусловно, древние, вы это видите по состоянию. А здесь вообще вот такой вот пропил. Что я еще здесь нашел? Нашел вот такой вот интересный кусок песчаника. Посмотрите, вот с такими вот следами. Довольно-таки ровные следы, но вот здесь вот неровные.
Здесь прям ровно. Ну, сложно сказать, да, от чего это вообще деталь, непонятно. И я здесь также нашел и кусочек керамики, только куда он уже делся. Вот он, я его тут спрятал, посмотрите. Ну, это вот древняя анкорская керамика. Вот с этой вот глазурью, видите, она блестит. Ну, вот таких вот на самом деле обломков, кусочков здесь в Анкоре можно найти очень много. Просто валяются как мусор. То есть вот если вот здесь покопаться, да, то можно очень-очень много осколков древней керамики найти. Я все-таки решил немножко показать вам буйволов. Я сейчас вышел за пределы ворот. Вот посмотрите, как здесь все сделано было. Вот тут, кстати, явно было какое-то сооружение, на котором выросло дерево, потом уже образовалась почва. Очевидно, с той стороны это выглядит так же. Но это не очень важно. Вот посмотрите, вот эта стена у нас, часть стены из песчаника, из таких маленьких блоков, то есть явно видно, что, скорее всего, это переиспользованные блоки. Ну и к этой стене из песчаника примыкает стена из латерита. Латерит – чудесный камень, который широко использовался в Камбодже. Он добывается в мягком состоянии, практически в мягком, да, его легко резать, ну а потом он твердеет на солнце. Ну вот, посмотрите, вот они, эти чудные буйволы. Эти чудные, милые буйволы. Посмотрите, все стадо вылезает. Ух ты какой. Ой, ты какой красавец. Ты посмотрите на него. Посмотрите на него, какой красавец. Или красавица. Сложно понять. Всем хочется попасть в кадр. Посмотрите. Этот прям аж убежал, бедняга. Подросток еще. Еще шерстка. Ой, 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 как они бегают. Смотрите, они прям боятся. Думаю, что за страшный зверь такой тут появился у нас. Не дает нам пройти. А что у тебя на лбу? Трава какая-то на лбу. Ну давай последний, не бойся, проходи. Давай, 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 проходи. Дружок, не бойся, не бойся. Давай, давай, опс, опс, опс. И подрал, и подрал. Смотрите, какие трусливые животные. Даже коровы не такие трусливые, как эти буйволы. Буйволов раньше использовали при сельскохозяйственных работах, ну, в принципе, и сейчас используют. Так же, как и местных коров из горбатых быков зебу. А этот прям любопытный, я смотрю. Ух ты, рогами не надо на меня. Боятся, опасаются. Вот, и здесь, как и у остальных 4 ворот, да, в этот город ведут 5 ворот, мы имеем композицию пахтания Молочного океана. То есть вот с этой стороны у нас демоны тащут змея. Вот видите, головы у них не сохранились, к сожалению. Некоторые сохранились там впереди. Ну а здесь у нас боги, которые занимаются тем же самым. Ну, все это вы можете опять же увидеть в видео, которое у меня находится в плейлисте Анкор Том. А вот сами ворота. Ну да, 2 строения из латерита. Строения неизвестного предназначения.
Они были у каждых из 5 ворот. Ну, здесь они в таком засыпанном состоянии сохранились. Непонятно, что это было. Никто не знает. Одна сплошная загадка — это Камбоджа. Ну все, друзья, давайте уже поедем дальше. Вот он стоит, мой мотобайк заслуженный, благодаря которому я снимаю все эти свои видео. Ну, вот видите, у женщины, которая охраняет эти ворота, у нее такой же. Все кхмеры на них ездят. Вот видите, проезжает тоже на таком же. Honda Dream — это лучшее, что когда-либо производила фирма Honda. Вот, пожалуйста, один из древних каналов. То есть тут, вот в этой местности, к северу от Ангкор-Тома, мы имеем дело с огромной сетью каналов. Так, сейчас мне нужно все-таки заглянуть в карту. Так, ну карта говорит, что ехать аж целых 22 минуты, предлагает мне ехать как-то направо, в объезд. На самом деле мы не будем слушать карту, потому что Google у нас всегда несколько лукавит. Поедем прямо. Поехали. Вот этой дороги новой, ее нет на Гугле еще. В этом, кстати, огромная проблема с Камбоджей, потому что дороги строят быстрее, чем они появляются на картах. Вот эта дорога, я вот не знаю, когда она на карты попадет. То есть мы сейчас едем, в принципе, согласно Гуглу, где-то посредине ничего. Ну вот, посмотрите, остатки тоже древней водной инфраструктуры. Здесь у нас там водоем, который плохо видно из-за того, что здесь уже домов понастроили. Ну тут ничего удивительного, да, мы до сих пор не понимаем все-таки, что же это было. Были ли это религиозные объекты, вот эти все изумительные храмы, все эти Ангкор-ваты, Капромы, Байоны и так далее. Или же это все-таки карго-культ, то есть переиспользование в качестве религиозных объектов теми, кто заселял уже эти руины. Ну и точно так же мы не понимаем, для чего была нужна вся эта просто колоссальная водная инфраструктура, которая, ну, не имеет себе равных в мире. Вот посмотрите, вот эта вся вода, это не просто вода, это часть древнего водоема. То есть даже сейчас, в разгар сухого сезона, здесь есть вода. Воды очень много в Камбодже. Так, ну здесь нам, по идее, надо прямо проехать. Но, друзья, я прямо сейчас там ехать не готов, потому что там такое бездорожье жуткое. Давайте все-таки несколько поедем в объезд. Ну, как раз посмотрим вот на эту инфраструктуру. Посмотрите, слева, справа, везде вода. То есть вся эта площадь огромная, на которой располагался Ангкор, а Ангкор переводится как город. Это, как говорят, искаженное санскритское слово «нагара». Нагара значит город. Дорогу, конечно, построили совершенно потрясающую. Я вижу, что ее только открыли. Мне это очень нравится, потому что на самом деле, да, я все время путешествую по какому-то жуткому совершенно бездорожью, и процентов 90, ну или даже больше, чем 90% археологических объектов в Камбодже находятся практически в недоступной зоне.
Да, вот здесь мы поворачиваем налево. Дорожка сейчас будет не из приятных. Скажем, прямо из неприятных. Вот такая вот трясучка. Ну и ехать по ней довольно-таки долго. Вот, пожалуйста, еще один древний канал, который идет параллельно рву Анкор-Тома. Вот, посмотрите, с этой стороны. А Анкор-Том остался сзади. Вот там. И там параллельно этому каналу протекает ров Анкор-Тома. Мы едем сейчас по древней дамбе, кстати, должен вам сказать. Ну как дамбе? По древней насыпи. То есть здесь когда-то в древности была проложена дорога. Ну и она используется и сейчас. Но все равно вот на таких дорогах в Камбодже лучше не разгоняться. Потому что ямы на каждом шагу. Там слева у нас тоже находится один археологический объект, который, в общем-то, и храмом не называют. Ну, вот там вот он находится слева. Он относится к категории постоялых дворов. Ну, это опять же, знаете, додумки французов, потому что нужно было как-то... Упс, вот я и в ямку попал, не заметил. Нужно было как-то называть все эти сооружения, да, поэтому помимо храмов мы имеем дело здесь с библиотеками, длинными зданиями, постоялыми дворами, ашрамами. Ну, в общем, фантазия у историков довольно-таки буйная. Ну вот недолго ехали и приехали к следующему каналу, посмотрите. То есть я хочу вам что сказать. Каналы были широченные и очень глубокие, потому что некоторые люди пишут, когда я говорю о том, что блоки, возможно, каменные блоки из каменоломен перевозились по каналам, то люди иногда пишут, что ну, как это возможно, как можно по каналам гигантские блоки перевозить, что типа они должны были быть огромные. Ну да, они действительно огромные, они очень широкие и очень глубокие были, вот посмотрите. И вдоль каналов у нас отсыпанные дамбы идут. Это не просто так на поверхности земли вырывали какой-то канал. Нет, отсыпали дамбу, друзья. Отсыпали дамбу. То есть это прям очень сложные сооружения. А вот эти храмы, к которым мы сейчас едем, они находились как будто бы в узловых точках. То есть на самом деле предполагать, что это вообще были храмы, мы можем с большим трудом. Скорее всего, там не проживали люди в большом количестве, потому что это прям такая точка пересечения многих каналов, да, многих рукавов каналов. И такое ощущение, что вот эти вот объекты, к которым мы сегодня едем, они были, да, узловыми точками, то есть, возможно, это была какая-то нагрузка необходимая, да, для того, чтобы вся эта система не разрушалась. То есть тут сложно сказать, на самом деле в чат призываются инженеры. Вообще с инженерами очень интересно бродить по Анкору, ну и вообще путешествовать по Камбодже, посещать археологические памятники, потому что очень многие вещи для меня не очевидны, очень многих вещей я не понимаю, а инженеры сразу видят, в чем здесь дело, да. Поэтому инженерам здесь особенно интересно, вот что я вам скажу. Если у вас техническое образование, то вам вообще срочно надо ехать сюда, в Юго-Восточную Азию, потому что здесь для вас будет очень много загадок, которые, я думаю, вы с удовольствием будете разгадывать. Ну все, комфортабельная дорога закончилась, и мы съезжаем на уже привычную для постоянных зрителей моего канала сельскую дорогу, которая опять же является древней дамбой. Это, конечно, безумно интересно в Камбодже. То есть те места, которые ты всегда считал, ну, какими-то, я не знаю, естественно образовавшимися, что ли, ну, или дорогами, насыпанными в какое-то позднее время. Нет, все эти места, оказывается, древние. Солнышко опять ушло, и это хорошо. Значит, камера не будет перегреваться.
потому что последние мои съемки это были карьеры. Мне там приходилось, наверное, каждые 10 минут охлаждать камеру. Вот у меня есть холодильник специальный, который мне подарила моя любимая жена Яна, которую постоянные зрители моего канала, конечно же, все знают. Но так как у нас сейчас родился наследник Лев Алексеевич, то у Яны сейчас несколько другие заботы, а все камни и карьеры теперь исключительно моя зона ответственности. Очень приятно передвигаться по Камбодже в сухой сезон, когда дороги не размыты. Ну, сухой сезон здесь у нас начинается примерно с декабря и длится по, ну, сложно сказать, по-разному, по апрель, например. Вот сейчас у нас середина марта, сегодня, по-моему, 18 марта. И у нас все еще сухо, хотя облака на небе предвещают дождь. Но я что-то сомневаюсь, что он сегодня пойдет. Сiem Reap, то бишь Анкор. Siem Reap — это современный город, да, а Анкор, археологический парк, он примыкает к этому городу. Расположен довольно-таки далеко от всех морей, поэтому дожди до нас доходят все-таки не так часто в сухой сезон. Вот сейчас какие-то там тайфуны у вьетнамских берегов бушуют. И юг Камбоджи, например, заливает, тот же Пномпень. Там идут дожди, ну а до нас только отголоски доносятся. Так, ехать нам уже, в общем-то, недолго, что не может не радовать. Да, друзья, посмотрите обязательно вот этот вот ролик о храме Пномдей, мимо которого мы будем проезжать. Я не буду сейчас туда заезжать, просто вот советую вам посмотреть этот ролик. Он тоже относится к этому кластеру. То есть мы находимся сейчас, скажем так, в северной группе храмов, да? Передвигаемся по территории северной группы храмов. Они совершенно не изучены, то есть их изучали французы в начале 20 века, в конце 19-го. Ну и с тех пор никакие археологи там никаких практически исследований не проводили. Поэтому посещение вот этих вот объектов — это возможность увидеть эти руины в том состоянии практически, в котором их нашли французы. Ох, посмотрите, какая красота у нас тут кругом. Я не знаю, что там, чей-то участок. Очень красиво. Ну, дорога, видите, во влажный сезон проходима с трудом, скажем так. У меня достаточно видео снято во влажный сезон, когда дороги размыты. Можете смотреть. Я, конечно, понимаю, что на канале уже какое-то безумное количество длинных роликов. Ну, если вы интересуетесь древней историей, то, наверное, имеет смысл их посмотреть. Потому что, понимаете, если здесь приезжать и посещать только самые известные, самые раскрученные объекты, то вряд ли вы сможете прийти к каким-то однозначным выводом. Ну, к однозначным выводам вы в любом случае не придете. Но вот эти вот раскрученные объекты не дадут вам никаких ответов на вопросы. То есть, чтобы хоть что-то понять, нужно посещать и карьеры, которые вообще никто, кроме меня, не посещал. Ну, я имею в виду из блогеров. Да никто и не знает, где они находятся. Да и гиды-то не знают, где находятся карьеры. Вот один из древних каналов мы сейчас проезжаем. Вот. Нужно посещать вот эти вот места, где находятся странные объекты. Ну, то, что мы сегодня будем посещать, это, конечно, странные объекты. То есть они расположены там, где, судя по всему, не было таких вот уж масштабных поселений. Но, тем не менее, они есть, и они есть в большом количестве, и выстроены они еще, мало того, по осям. То есть они имеют прямое отношение к гидроинфраструктуре.
Ну, то же самое мы видим, например, в храме Прасад Тор. Вот у меня тоже есть ролик об этом храме. Его тоже официальные ученые относят к водной инфраструктуре. Там практически нет никакого декора. Он очень массивный, просто гигантское массивное латеритное основание. Ну и сами башни очень массивные, избыточно массивные. Ну и находится на углу Восточного Барая, бывшего водоема, который имел размеры 7,5 километров на 1800 метров. И подобные объекты мы часто встречаем по берегам каналов, по берегам огромных водоемов. То есть, да, такое ощущение, что они были призваны создавать массу. Для чего? Не знаю. Мы ж не знаем, может быть, они каким-то хитрым образом умели добывать энергию. Ну, иначе, знаете, иначе это все можно объяснять только лишь религиозными причинами. Ну и мы, в общем, тогда уже будем с вами в полном тупике. Ну вот, друзья, мы доехали еще до одного мощного канала. Посмотрите, какая тут работа была проведена древними строителями. Давайте я сейчас тут на секундочку притормозну. Мы находимся сейчас на берегу канала, вернее на мосту, который проходит через этот канал. И это Сием-Реап. Да-да, та самая река, которая течет у нас в городе. На самом деле эта река, как я вам уже сказал ранее, это канал. И вот как он выглядит. Видите, он прямой, как стрела. На самом деле он не единственный. Тут рядышком есть еще тоже такой же прямой канал, который тоже называется Сием-Реап. Это все часть одного водного бассейна, искусственного водного бассейна. Ну вот видите, в другую сторону он тоже уходит прямо, вот в сторону Анкора как раз. То есть вот такая вот была система. Потоки водные перехватывались там на севере. Я вижу плато Кулен, а вы, возможно, не видите из-за дымки. Там далеко-далеко вот эти вот горы. И вся вода, которая в Анкоре сейчас и ранее, да, это все вода с плато Кулен. Да. Единственный источник воды здесь, наполнявший все эти бесчисленные каналы, Барай. Барай – это водоем по-кхмерски. Это плато Кулен. А потом вода направлялась через систему каналов в Барае, здесь она накапливалась, ну а потом стекала в озеро Тонле-Сап, самое большое озеро Юго-Восточной Азии, которое на самом деле тоже может оказаться искусственным водоемом. Здесь мы находимся, кстати, в точке пересечения каналов. Вот видите, маленький канал уходит туда. Дальше. Ну, сохранились, конечно, далеко не все каналы. Я думаю, сохранилась только малая часть водной инфраструктуры, но и она поражает. Вы посмотрите на эти дамбы гигантские, конечно, потрясающие. Так вот, храм Пномдей, о котором у меня уже есть ролик, он находится вот там вот справа. Если сейчас поехать туда в лес, да, то там в лесу на небольшом холме находится совершенно потрясающий комплекс, который был полностью засыпан и который французы расчистили в начале 20 века. Не пропустите это видео, обязательно посмотрите, это прям очень интересно. Ну а мы с вами давайте уже проедем к первой точке нашего сегодняшнего путешествия. Вот по этой дорожке, да, находится Пномдей, а потом к северу от него на одной оси с ним находится еще два объекта, да, то есть вот тут прямо у нас такая идет ось север-юг, ну а мы едем сейчас в сторону запада. Оделся сегодня максимально походно, свою любимую походную рубашку напялил, потому что я понятия не имею, что нас ждет. Возможно, придется продираться сквозь кусты. Ну, знаете, здесь всегда лотерея, то есть ты, в принципе, никогда не знаешь, что тебя ждет. Ну, потому что иногда монахи расчищают подходы к храмам, ну, или там какие-то еще сотрудники какой-нибудь организации. Но в основном они, конечно, все настолько заросшие, что
ходить там без мачете очень сложно, а мачете я так до сих пор себе и не приобрел. А надо бы. Ну вот еще одна точка пересечения. Видите, вот еще один древний канал. И вот туда уходит канал. В общем, друзья, я сейчас нахожусь в самом, так сказать, канальном месте Анкора. Здесь туристов не бывает, конечно, вообще никогда, вот кроме тех, которые путешествуют на джипах. Ну и если вам позволяет бюджет, то обращайтесь, я вам могу тоже потрясающую совершенно поездку на джипах устроить. Так, сейчас мы приближаемся. Справа у нас древний водоем. Вот эта дамба, которая его окружает, и вот эта дамба, по которой мы сейчас поедем. Сам водоем видно плохо. Вот он там за деревьями. Есть ли в нем вода? Я даже не вижу. Я вижу, что там все зеленое, а воды сейчас нет. Ну, наверное, она бывает в влажный сезон. То есть несколько сотен метров в длину, ну и в ширину тоже сколько-то. Вообще обо всех этих водоемах информацию находить очень сложно. Ну, вообще, в принципе, все довольно-таки плохо описано. То есть приходится обращаться к записям французов конца 19-го, начала 20 века. Представляете себе, чтобы что-то вообще узнать. Они, слава богу, ввели довольно-таки подробные записи. Так, сверился с картой, и мы сейчас находимся где-то недалеко. Вот опять дамба поворачивает направо. Представляете, вот эти дороги, да, это дамбы, это древние дамбы, это удивительно, это просто удивительно. Ну и сам объект должен находиться где-то слева, я надеюсь, будет хотя бы тропинка. Ну, не будет, значит не будет. Значит, будем так искать. Пока я вот ничего не вижу. Судя по всему, это наша тропинка. Да. Судя по всему, нам сюда. Сейчас проверим. Давайте съедем. Довольно-таки крутой спуск. Я не уверен, что это правильная дорога. Давайте попробуем. Если она налево уходит, то, наверное, это правильно. Да, налево есть поворотик. Ну, сейчас посмотрим. Вот видите, чем хорош Honda Dream. Я взял на первой передаче руля одной рукой, спокойно заехал себе на крутой подъем. Так. И это все, конечно, прекрасно, но я, тем не менее, все равно не вижу прохода туда. Он где-то в этих кустах прячется. Или там. Так, ну мотобайк я оставлю здесь. А здесь вообще у нас колючая проволока, посмотрите. А сам объект находится там. Давайте искать, как к нему пройти, потому что я здесь пролезать не хочу никак вообще. Пришлось рюкзак надеть, не хочу рюкзак оставлять. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Видите, они устроили себе здесь частную территорию. А какое право они вообще имеют? Вот там мы видим ров. Да, видите, храм окружает ров. То есть опять вода.
Ну и вот здесь вот у нас каналы, то есть он находится у нас фактически на пересечении каналов. Называется Прей-Вихеа, Прей значит лес, Вихеа святилище. Ну, в общем, лесное святилище. Ну, понятное дело, что все эти названия, они поздние. То есть их дали уже местные жители, которые живут здесь сейчас. То есть я не знаю, когда это могли дать. Там, 500 лет назад, 50 лет назад, да, то есть тут мы совершенно не понимаем. Давайте будем искать проход. Надо ж так, взяли, перекрыли проход к храму. А никто его не перекрывал, вот он, друзья. Я уж тут тоже просто проехал мимо и не заметил тропинку. Ну вот, о нем нам известно очень мало, то есть он исследовался французами в начале 20 века, и все. И с тех пор никто его не трогал. Ну, я и вижу, что тут все заросло, конечно, капитально. Ну что, будем продираться. Будем продираться. Ну, сюда ходят местные, смотрите, вон бутылки разбрасывают пустые. Ага. Ну, тропинка-то есть, это уже хорошо. Давайте будем искать. Да тут прям джунгли. Смотрите на эти заросли. Я не знаю, где идти. Тропинка тоже условная. Колючки совсем не условные. Цепляются за меня. Я, наверное, неправильно иду, да? Или вот сюда. Какая-то узкая тропиночка есть. Ух ты, да, друзья, тут прям все настолько заросшее, что я даже не знаю. Ну, по крайней мере, видите, некое подобие тропинки есть, поэтому идем. Такое ощущение, что мы идем вокруг, что нам надо вот туда. Может быть, я не знаю. Знаете, все эти храмы искать очень сложно, очень опасно. Опасно в прямом смысле этого слова. Опасности здесь на каждом шагу подстерегают. Поэтому я вам, конечно, в одиночку не советую исследовать эти объекты. Можно попасть в какие-нибудь неприятности. Я-то, по крайней мере, знаю, где они находятся. Ну вот про этот я не знал. Вот я сейчас здесь впервые. Ну вот, как видите, пока я только лишь ищу. Так, что у нас там? Ничего. Ничего. А здесь уже такое ощущение, что идти бесполезно. Ладно, вернемся. Вернемся. Дальше будем смотреть. Давайте сюда свернем. Ух ты. Они тоже острые. Вот эти вот заразы. Которые тут везде растут, они тоже очень острые. Так. И тишина. И ничего. Какой-то обрыв я вижу. Так, ну я вижу уже камень. Вот. Смотрите. Вот мы нашли некий блок песчаника. Значит, мы где-то уже у цели, судя по всему. Сейчас посмотрим. Ух ты! Нашли, друзья, нашли. Посмотрите, оно
Оно все под землей оказывается. Посмотрите, видите, вот такой вот обрыв вниз. То есть, судя по всему, я сейчас нахожусь на цоколе, на какой-то надстройке. Ну и здесь мы видим то, что они собрали. Это вот такие навершия у нас стоят на башнях, как правило. Да, навершия такие стоят на башнях. Такой вот декор, как будто бы летающие дворцы из Самбор-Фрейкука. Древняя Ишанапура, это город между Сием-Репом и Пномпенем. Там очень много барельефов летающих дворцов на стенах зданий. Они напоминают мне на самом деле вот это, то, что я здесь вижу. Датируется условно XI веком. Вот посмотрите, то, что у нас датируется XI веком, как правило, имеет вот такие вот балясины. Вот это самое чудесное из всех балясин, конечно. Потому что вот тут пропилы, это просто сумасшествие. Это просто сумасшествие. Тончайшие пропилы, пропил на пропиле. Друзья, на это смотреть даже глазам больно. И я не представляю себе. Я имею образование токаря и даже работал совсем-совсем недолго токарем. И я не понимаю, как они это делали в твердейшем песчанике. Это должна быть какая-то фантастическая скорость вращения заготовки. Это песчаник твердый у нас, да? Ну и резцы должны быть какими-то алмазными, я не знаю. Но ведь не найдено ничего. И вот такой декор интересный. Да, оригинальный, кстати, декор. Действительно, да, я понимаю, почему они отнесли к XI веку, потому что большинство построек вот именно с таким декором. Декор, кстати, фантастический, тоже многоуровневый. Ну, вот объекты с таким декором у нас датируются XI веком. Простите, не 11-м он датируется, я все напутал, 12-м. Его датируют на самом деле 12 веком. Но я вижу здесь сам элементы, которые скорее относятся к веку 11. Если мы будем отталкиваться от официальной хронологии, да, у нас больше ничего нет, нам больше не от чего отталкиваться. И моя задача здесь все-таки заниматься описанием того, что я вижу. Да, потому что какие-то идеи, это надо уже обдумывать, это надо смотреть, надо обдумывать, надо понимать. Ну что я вам скажу, действительно, это огромный цоколь. Вот смотрите, он дальше. Я все еще по цоколю иду, там скорее всего латерит у нас под ногами. И здесь вот такой вот обрыв идет. Да? То есть цоколь фантастический. Фантастически огромный цоколь, на котором были расположены какие-то башни. То есть, ну, действительно, да, такое ощущение, что это какая-то якорная технологическая постройка, которая была необходима для функционирования гидротехнической инфраструктуры. По-другому это и не объяснить. Давайте немножко в сторону отойдем, посмотрим. Да, итак, Прейвихея, то есть лесное святилище. Ну, назвали, да, местные люди, потому что действительно находится в лесу, все заросшее. А вот 1000 лет назад, как это здесь выглядело, этого мы не знаем. Ну, тут вот, видите, местные жители валежник собирают всяческий. Старые деревья распиливают и уносят для своих нужд. Вот такая деятельность здесь присутствует. Но никто никогда здесь ничего не копал. И представить себе сложно даже, что здесь находится под слоем земли. Да, никаких раскопок здесь не было. И вот таких объектов у нас только в районе Анкора сотни. Ну, а по всей стране, говорят, десятки тысяч. Кусочек блока песчаника. Ну, кругом эти балясины, видите, на каждом шагу они. Балясины. На каждом шагу. Так. Вот интересные следы инструмента, посмотрите какие. Вот они загадочные, это уже следы не добычи, а обработки.
Если хотите увидеть следы добычи, то смотрите видео из плейлиста «Карьеры». Там очень много роликов, которые я снимал на карьерах, о которых вообще никто ничего не знает. Так, я что-то заблудился. Я не понял, где я был. Тут кругом один лес. Как же так-то? Где я? Кто я? Еще надо выбраться отсюда. Тропинку-то я сюда нашел, а вот обратно даже не знаю, как добираться. Да, мощное здесь было сооружение, и его уж точно долго-долго еще не будут раскапывать. Я не знаю, когда здесь будут раскопки, думаю, не ранее, чем лет через 100. Ну, точно, мы их не застанем. Мы их точно не застанем. Ну все, я заблудился, что, я не понимаю, откуда я пришел и как. Потому что вот тут одни колючки. Вот это все колючки, друзья. Тут во мне вообще не пройти. Ну, при всем желании. Ладно. И я здесь нахожу осколки кирпичей. Соответственно, тут были кирпичные постройки в том числе. Не вижу латерита, но латерит у нас в основании, это однозначно. Потому что латерит использовали в тех местах, как правило, где был контакт с водой. Вот так. Он очень хорошо переносит контакт с водой. Ну, а я хожу теперь кругами и действительно не могу отсюда уже выбраться. Потрясно. Ну, давайте посмотрим, что это за тропинка. Куда она меня приведет. Да, это очень интересно. Находить вот такие вот затерянные в лесу объекты. Ну, не то чтобы это затеряно в лесу. Вы же видели, по дороге никакого леса не было. Мы просто ехали по древним дорогам, по древним дамбам. И там, где у нас храм, там, как правило, вырастает лес. Почему? Ну, потому что местные не распахивают здесь ничего. Вот, видите, тоже кирпич. Вот. Тоже кирпич. Много тут кирпича. Это какой-то обломок песчаника непонятный. Ну и вот еще балясины. Мы их уже видели, мы мимо их проходили. Проблема-то теперь в том, как выйти отсюда в принципе. Давайте я вниз спущусь. Здесь тропинка ведет вниз, что совершенно не значит ничего. Ага, мы спустились к рву. Вот он, ров. Тут, конечно, тут местные ходят, видите, собирают вот это все ветки, чтобы готовить еду. Не чтобы греться, да, печками здесь никто не топит. Фак. О, найн. Это я лихо попал. Вот это прям задница. О, вот страшное растение, запомните его. Я вот его не заметил вовремя и влетел. Ну, а вот здесь у нас такой вот глубоченный ров, а тут кто-то живет. Кто-то очень большой. Нора прям гигантская. Вот ров. Сейчас мы находимся на дне древнего рва, который окружал этот водоем. Ну и очевидно, он был как-то связан, в том числе и с этой водной системой. Вот Сустай, местный житель, который осваивает вот эти вот районы. Окей. Говорит, иди здесь. Там нехорошо идти. Вот.
правда, пройдем по нормальной дороге. Ну вот посмотрите, как это выглядит. Вот углубление рва идет, да, и в центре вот этот вот объект, который мы сейчас посмотрели, но ничего там толком, в общем-то, не нашли. А давайте-ка я пройду с другой стороны. Здесь вот видите, крестьяне вовсю все это распахивают, засаживают. Крестьяне, видите, в том числе выжигают везде траву, чтобы освобождать землю под сельскохозяйственные угодья. Ну, храмы никто, конечно, не трогает. Да, они у нас священные. Поэтому, ну, это и строго запрещено законом, конечно же, в том числе. Ну, вот, ну давайте сейчас здесь пройдем. Прямо по выжженной земле. Прямо по выжженной земле. Пройдем. И спустимся в ров. Мне вот любопытно, накапливается ли здесь вода во влажный сезон. Если я не забуду, то я обязательно заеду и проверю. Где-нибудь в октябре, например. Октябрь один из самых дождливых месяцев в Камбодже. Сентябрь и октябрь. Ну вот, поэтому, когда планируете вашу поездку, то вот эти 2 месяца лучше не стоит. Ну, ровно как и август. Лучше тоже не трогать. Тоже может быть очень и очень много воды. Ну вот, пожалуйста, смотрите. Рояль в кустах, что называется, да? Вот это у нас колонна. Это у нас колонна. Так, снимает камера-то, да, снимает еще. Вот она. Довольно-таки большая, кстати, колонна, приличная. Так. Ну, вот так вот ходишь всякое, находишь. Такой музейный экземпляр, да, валяется где-то просто в кустах. Потому что таких экземпляров у нас десятки тысяч в Камбодже. Так, ну здесь была какая-то кирпичная башня. Вот, пожалуйста, куски кирпича везде. Да, то есть я сейчас нахожусь на какой-то кирпичной постройке. Фух. Какое-то возвышение. В общем, друзья, тут сложно что-либо вообще понять. Ну, вот это все кирпич. Вот это все древний кирпич. На каждом шагу. Так. В общем, я вообще не понимаю эту архитектуру здесь. Как-то насыпь какая-то получается, которая разделяет ров. Но это неудивительно. Тот же самый Анкор-Ват, да? Ров Анкор-Вата, он же тоже разделен 2 насыпами. 2 насыпями. Вот, и поэтому здесь, очевидно, такая же была архитектура. Ну, мы опять сейчас, видите, на дне рва находимся. И сквозь вот эти вот деревья мы уже не пройдем. Конечно, хотелось бы увидеть нечто большее, чем то, что мы увидели. И я боюсь, как бы не получилось на самом деле так, что там что-то еще есть, а я это не нашел. Ну, вернее, как не нашел, не смог подобраться. Давайте попробуем посмотреть. Может быть, еще есть какая-нибудь тропинка. И самое главное, солнце вылезло, понимаете? И ничего хорошего в этом нет. Я уже вспотел. Я так обрадовался сегодня с утра. Смотрю, облака, тучи. Думаю, ну, блин, если не будет дождя, вообще будет супер. А так должно быть относительно прохладно. Ну и в итоге вот, видите, опять жара. Опять жара. Так, сейчас найду тенек вот здесь и буду менять батарейку. Так, ну я охладил камеру и вернулся все-таки в этот лес. Думаю, может, еще что-нибудь найду. И вот нашел, кстати. Вот видите, еще один такой объект.
Ой, чуть не упал, господи. Ударился, больно. Вот об это. Сейчас в сторону отойти. Ага. Вот, посмотрите, опять вот это навершие в виде башни. Причем вот внешний вид, конечно, выдает относительную древность. Вот эти вот языки, как будто бы пламени, да, очень похожи на более древние объекты, чем считают. Да, считают, что это 12 век. Ну вот остаточек колонны. Кстати, посмотрите, как криво она изготовлена. Вы видите? Да, то есть это реально какая-то машинная обработка, потому что человек вряд ли может вот так вот взять и криво пройти. Мне сложно в это поверить. Вот, очень странно выглядит. Очень странно выглядит колонна, потому что все древние колонны у нас, как правило, идеальны. По древними я подразумеваю период где-то до 13 века по официальной версии. Ну, здесь тончайшая, конечно, резьба тоже. Вот эти вот, конечно, листики, как они делали, они же вот так вот с загибом идут. И современные реставраторы, когда пытаются повторить вот этот узор, они загиб не повторяют, они не могут его повторить. У них здесь гладенько, ровно. Так. Вот тоже довольно большой кусок колонны. С очень искусным, кстати, мелким декором. Он так хорошо эродировал, но на самом деле декор потрясающий, мелкий. Ну, здесь, посмотрите, все очень геометрично. Видите? Это все очень геометрично и очень мелко. Потрясающе. Ну и это какое-то возвышение, то есть здесь какая-то башня была из чего-то. Из чего не знаю, потому что обломков кирпича я тоже что-то не вижу. Тикс. Ну, прекрасно. Прекрасно, друзья. То есть довольно-таки большую площадь, я смотрю, это все занимало. Я сейчас нахожусь довольно далеко от тех первых колонн, которые я увидел. А здесь, посмотрите, возможно, еще французы нашли кусочек камня и положили на пенек. Вот здесь был декор красивый. И вот там, я вижу, валяются колонны. В общем, так эпизодически что-то, наверное, лежало на поверхности, и они это все повыставляли. Вот. Колонна, какие-то обломки, следы обработки. Это не след добычи, это вот след обработки по месту. Ну и на этом, наверное, здесь все. То есть вот это очень и очень массивное у нас сооружение получается. То есть мы ходим сейчас по цоколю этого сооружения, на котором еще были установлены самые разные башни, очевидно, да. Ну, то есть мы видели там обломки кирпича, и кто его знает, как я сюда пришел. Наверное, вот по этой тропинке, да? Нет? Нет, судя по всему, тропинка была где-то там. Я уже не знаю. Все такое одинаковое. Такс. Ну ладно. Фух. Здесь посветлее, наверное, здесь где-то есть выход. Ну вот, отъехал чуть-чуть от города и уже попал в джунгли. А попал в джунгли и не знаешь, как из них выбраться. Ага, вот здесь. Все. Нашел дорогу. Радует, что тут никаких диких животных нет. Потому что кругом уже давно сельское хозяйство ведется. Ой, я еще нашел. Смотрите. Ага, вот. Видите, была башня.
И от нее осталось только лишь углубление. Стандартная история. Давайте посмотрим, что это за блок. Для этого, наверное, придется спуститься, потому что блок-то сам по себе интересный. Смотрите, что это. Какой-то постамент. Обработан так себе, довольно грубая обработка. То есть такое ощущение, что они вообще просто скололи, знаете, верхнюю часть этого блока. И вот как получилось, так и оставили, а потом вот так вот грубо выбили. Что удивительно для построек, которые датируются 11, 10, 12 веками. Так, меня муравьи жрут уже. Ну а здесь вот видите торчат кирпичи, то есть это когда-то была кирпичная башня. Вот они там все. И вот это вот глина. Мелкодисперсная глина без посторонних включений. Вот. Которая, возможно, образовалась в результате гниения всей этой растительности, кое здесь, конечно, тьма. О, музыка. Кто-то с музычкой проезжает мимо, какие-то крестьяне. Ну, такой интересный блок, смотрите, внутри у него тоже выбиты такие квадратные отверстия, довольно неумело. Здесь везде эти квадратные отверстия мы видим. И вот здесь тоже вот такие следы. Это как раз следы обработки. Вот. Да, попробуем показать. Неудобно все. Давайте вот так посмотрим. Интересные следы, кстати. Интересные следы. Вот, смотрите. Так, что-нибудь еще тут валяется загадочное. Так, ну это мы все уже видели. Тоже какой-то кусочек со следами. Ну и кирпичи, кирпичи, кирпичи. Ну вот осталось тут проехать буквально 3-5 минут, и мы очутимся у следующего объекта, у храма, который называется Прасад Кпоп. Очень интересный объект обещает быть. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, все на сегодня. Следующий объект я покажу уже в следующем ролике, иначе ролик будет просто слишком длинный. Вот, подписывайтесь на телеграм-канал Друг Аркадий, пища для ума. Обязательно подписывайтесь, там интересно. Ну, а кто хочет нас поддержать, тому прямая дорога на Бусти. 200 рублей в месяц стоит подписка на Бусти, и этим вы поможете нам в осуществлении наших экспедиционных планов, скажем так. Ну все, всем пока, до встречи на следующей неделе.